Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такой браслет в технике макраме. В нем используется два вида узлов – репсовый узел и квадратный узел. Как выполняется репсовый узел, я показывала в одном из предыдущих видео. А сегодня я расскажу, как выполнить квадратный узел. Итак, я закрепила 4 нити, 2 серые нити посередине будут основой, а 2 голубые нити по краям будут оплетать серые. Берем правую голубую нить и кладем поверх серых. Теперь левую голубую нить кладем поверх правой. Проходим ею за серыми нитями основы и выводим ее в образовавшуюся справа петлю. Подтягиваем узел вверх. Теперь делаем симметричный узел. Кладем левую голубую нить поверх серых, а правую нить поверх левой. Затем за серыми нитями основы и выводим ее в образовавшуюся петлю слева. Подтягиваем узел вверх. Мы выполнили один квадратный узел, состоящий из двух половинок. Давайте еще раз. Вот такая цепочка у вас должна получиться, если сплести несколько квадратных узлов. Если в процессе плетения вы запутались, какую половинку делать следующей, посмотрите, с какой стороны у вас находится так называемый замочек. Например, справа, значит кладем правую нить поверх основы, а левой оплетаем. А теперь давайте перейдем к браслету. Список всех необходимых материалов, как обычно, указан в описании под видео. Расположите одну нить горизонтально и закрепите на ней остальные нити, сложив их пополам. Расположите нити примерно посередине, чтобы все они были примерно одинаковой длины. Первый ряд будет состоять из репсовых узлов. Если вы еще не знаете, как выполнить такой узел, то вы можете посмотреть подробное видео на эту тему на моем канале. Ссылка на него есть в правом верхнем углу или в описании под видео. Следующий ряд также будет из репсовых узлов, но выполняем его уже справа налево.
Количество рядов зависит от зажима, который вы будете использовать. Мне достаточно 2 рядов. Эти узлы должны спрятаться под зажимом. Отделяем 4 нити слева и начинаем выполнять квадратные узлы. Выполняем их до того места, где вы хотите добавить бусину. Я выполнила цепочку примерно 3,5 см и решила добавить первую бусину. Нанизываю ее при помощи нити вдевателя на все 4 нити и подтягиваю вплотную к последнему узлу. Обратите внимание, что после выполнения нескольких узлов нити стали разной длины. Две крайние нити стали короче, чем средние. Поменяйте их местами, то есть расположите длинные нити по краям, а короткие посередине, и выполняйте узлы длинными нитями до следующей бусины, а затем вновь поменяйте их местами. У меня получилась вот такая цепочка из квадратных узлов. Берем следующие 4 нити и выполняем еще одну цепочку такой же длины. А затем выполняем еще 2 цепочки из оставшихся 8 нитей. У меня получились вот такие цепочки, примерно 12,5 см в длину. Теперь нам нужно оформить край. Закрепите цепочки на небольшом расстоянии друг от друга. Выполните репсовые узлы слева направо до середины.
Сделайте то же самое с другой стороны. Посередине выполните узел из двух ведущих нитей. Выполняем еще один ряд от краев к середине. Когда вы дойдете до середины, аккуратно отрежьте ведущую нить. В самом начале мы выполнили 2 ряда из репсовых узлов, но у нас был еще и наборный ряд, поэтому с этого края я выполню не 2, а 3 ряда. Ряд вновь делаю от краев к середине. Аккуратно отрежьте все нити. Для надежности можно закрепить их клеем. Когда клей подсохнет, крепим зажимы, а затем замочек с одной стороны и цепочку-удлинитель с другой.
Вот и все. Наш браслет готов. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, то буду рада видеть ваши лайки и комментарии. А если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на звоночек, чтобы получать уведомления о моих новых видео.